Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 25 ноября. В этом видео поговорим о православном календаре, поговорим о том, какую сегодня икону Божьей Матери почитают. Также уделим с вами внимание народному календарю, народному празднику. И также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 25 ноября. 25 ноября православная церковь, а также все православные христиане вспоминают и молятся за Александрийского патриарха преподобного Иоанна Милостивого, который родился в одном из наиболее древних городов, расположенных на острове Кипр, Аматусе. По легенде, отцом Иоанна был Епифаний, занимавший должность губернатора Крита. Родившись в богатой семье, Иоанн получил прекрасное для своего времени образование и женился на девушке, которая принадлежала к одному из наиболее знатных и богатских критских родов. Иоанн очень рано потерял всю свою семью и после чего начал вести аскетический образ жизни, помогал всем нуждающимся, а также много времени проводил в молитве. В связи с этим, по воле жителей острова, он был назначен на должность патриарха, хотя при этом не принимал монашеского пострига, а также никогда не был клириком. Заняв патриаршую должность, Иоанн раздал все свое имущество нищим и страждущим, а также организовал приют для бездомных и обездоленных. Несмотря на то, что Иоанн славился среди жителей города своими добрыми делами, он активно боролся с язычеством и ересью, а также выкупал из плена крестьян. Во время нападения персов на Египет и их наступления на Александрию, после того, как войска и жители города разбежались, опасаясь персидских войск, Иоанн отправился в Константинополь для того, чтобы попросить у императора войска для защиты Александрии. Однако в дороге он заболел и умер, так и не добравшись до столицы Византии. И также обращаем ваше внимание, наши предки Иоанна Милостивого чтили как покровителем свадеб, так как в день, когда отмечали праздник, в его честь завершалась большая свадебная неделя, во время которой играли очень много свадеб. Также в этот день, 25 ноября, чтут и празднуют икону Божьей Матери Милостивая. Кикская икона Божьей Матери, которую называют Милостивая или Кикатисса, является одной из самых почитаемых чудотворных икон в православии. Автором иконы считается Лука, апостола 70. Находится икона Божьей Матери Милостивая в Киевском монастыре на Кипре. В чем же помогает икона Милостивая? Вы знаете, верующие просят у иконы Божьей Матери Милостивой об избавлении от засухи, об исцелении от кровотечения, бесплодия, дарования чарородия, об укреплении и нуждах и печалях, о помощи и несении иноческого креста, об исцелении от головной боли, об исцелении расслабленных и в семейных скорбях. А вот в народном календаре 25 ноября получил название народный праздник как Иван Милостивый или Иван Снежный. И название праздника относится к святителю Иоанну Милостивому, память которого в этот день и отмечает православная церковь. День Ивана Милостивого в народе считался удачным для покупок, однако приобретать в этот день, согласно народным поверьям, советуем не все. Очень важно выбирать именно только то, что действительно важно и нужно. Поэтому даже в этот день наши предки воспользовались пословицей, которая звучала так: «Поспешишь, людей насмешишь». Поэтому перед тем, как выбрать ту или иную вещь, которая вам нужна, вне зависимости, она дорогая или не очень, то знайте, вам с покупкой повезет. Также есть еще одно правило этого дня: не тратить деньги, если они вам нужны на что-то более важное. Иначе считается, что высшие силы пошлют неприятности и финансовые трудности. Вообще, 25 ноября будьте внимательны и осторожны с деньгами. Также на Руси в этот день, 25 ноября, имел особое значение для молодежи. Почему? Дело в том, что
что завершалась неделя свадеб. Следующие свадьбы крестьяне начинали играть ближе уже к концу зимы, то бишь аж только в следующем году. А те, кто не смог найти себе пару, наблюдали за своими замужними подругами с некоторой даже завистью. 25 ноября погода зачастую была холодной и ветреной, особенно в северных областях, где земля уже была покрыта снегом. Тем не менее, дни были светлыми и яркими, хотя и очень короткими из-за раннего наступления темноты. Крестьяне с этого дня могли отправляться на рынок уже на санях, чтобы торговать товарами, так как выпавший снег часто сохранялся до самой весны. Особую роль в обрядах этого дня играли перелетные птицы. По прилетающим снегирям, сойкам, свиристелям и клестам люди определяли изменения в природе и приход зимы, так как птицы устраивались на новом месте до наступления весны. Кроме того, день Иоанна Милостивого также связывают и с пожеланиями крепкого здоровья и счастливой доли для маленьких детей, и которые в этот период обычно были подвержены болезням. Родители обращались к Богу за благословением на своих детей и просили о сохранении их здоровья. Также наши предки в этот праздник 25 ноября ездили на рынок и закупались товарами на зиму. В дорогу брали большую телегу, чтобы увезти больше товаров. Также закупались обязательно дровами на зиму. Как мы уже сказали ранее, в этот день завершали празднование свадеб. И обращаем ваше внимание, что у этого дня, 25 ноября, было и другое название праздника Иван Милостивый, как Иван Снежный, или, возможно, вы услышите Иоанн Снежный. И такое название праздник получил из-за того, что 25 ноября традиционно находилось место для масштабного снегопада. И снег, который выпал в этот день, обычно лежал уже до самой весны. Считается, что дети хуже всех переносят зиму, а в праздник Ивана Снежного они чаще других болеют. Поэтому родители на Ивана Милостивого молили Господа Бога за своих детей, просили у Всевышнего здоровья и счастливой судьбы для своих детей. Также в народный праздник 25 ноября существовал ритуал для успешного завершения дела. Любую сложную работу в этот день полагалось выполнить с раннего утра на голодный желудок. Считалось, что после этого даже самое трудное дело пройдет успешно. Вообще, этот день, 25 ноября, у наших предков издавна считался опасной датой. Почему? Потому что это был период простудных заболеваний, которые ежегодно терзали народ в конце ноября. А еще в этот период в прилесных поселках появлялись голодные волки. Что же касательно народных примет, касательно погоды, то говорили следующее, что какая погода будет 25 ноября, такой она будет и в декабре. Если с 25 ноября с утра изморозь, к вечеру придут морозы. Ну а если облака идут против ветра, то снегопад будет. Облака висят низко, значит похолодает. Если сегодня дождь, то говорит о том, что до Нового года теплая будет и сырая погода. Но если снег выпал в этот день, 25 ноября, то весна припозднится и теплом не порадует. Огонь в печи яркий в этот день к сухой и холодной погоде. Ну а если в печи зала быстро образуется, скоро потеплеет. Именинники этого дня 25 ноября. Друзья, это Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Елизавета, Константин, Лев, Матвей, Николай и Федор. Если в вашем окружении есть люди, которые носят такие имена, обязательно поздравьте их с именинами и пожелайте всего самого-самого наилучшего. Ну и, конечно же, здоровья. По мнению наших предков, рожденные в этот день люди будут выступать в качестве защитников слабым и бездомным. Также из достоинств то, что они готовы прийти на помощь в любой момент. Правда, есть и недостатки у людей, которые родились 25 ноября. Это то, что из-за своего характера люди, рожденные в этот день, имеют большое количество недоброжелателей и завистников. Кроме того, обращаем ваше внимание, как мы уже сказали ранее,
Человек, рожденный в этот день, зачастую склонен защищать слабых и обездоленных, так как чувство справедливости у таких людей прямо в крови. Поэтому профессия судьи или адвоката является для него наиболее приоритетной. Ну а если вы относитесь к этой категории людей, то вашими талисманами признаны изделия из турмалина и бирюзы. Эти минералы не только прибавят вам уверенности в собственных силах, но и способны защитить от всяческих неприятностей. Что же касательно снов в ночь с 24 на 25 ноября, то сны могут подсказывать, куда вам дальше двигаться. Особенно ценятся сновидения ночи, если вы имеете действительно какую-то реальную проблему, на которую пока не найти ответа. Ну, а для того, чтобы вам справиться с беспокоящими вас мыслями, необходимо перед сном задать себе конкретный вопрос. А вот уже после пробуждения нужно запомнить, а лучше законспектировать увиденное и в течение всего следующего дня анализировать слова окружающих. Все, что будет вас волновать, необходимо также записать. Считается, что откровение придет к вам, если часто возвращаться к этим словам и соотносить их с увиденным во сне этой ночи. Но если вы увидите в ночь с 24 на 25 ноября родственников, особенно давно почивших, стоит обратить внимание на свое текущее поведение. В частности, речь идет о тех пороках, которые вы могли унаследовать от них. Скорее всего, именно эти качества не дают вам развиваться, и пора начать с ними бороться. Что же можно было делать 25 ноября по народным приметам и церковному календарю? Итак, в этот день, в день Иоанна Снежного, рекомендуется совершать покупки, кроме обуви. Обратите внимание, считается, что они прослужат очень долго и помогут достичь желаемой цели, как в личных отношениях, так и в карьере. Ну, а девушкам нужно накормить любимого человека орехами. Считается, что тогда он одарит свою вторую половинку лаской и нежностью. К тому же наши предки заметили, что в день Иоанна Снежного мужчины особенно щедры, если с ними не ссориться и не спорить. Поэтому могут подарить любимой очень дорогой подарок. Главное, правильно его попросить. Давайте теперь проговорим и то, чего же нельзя было делать 25 ноября по народным приметам, традициям и суевериям. Итак, в день Иоанна Снежного ни в коем случае нельзя делать что-либо плохое. Народные приметы нам говорят о том, что даже негативные тяжелые мысли в этот день могут привести к печальным последствиям. 25 ноября нужно творить только добро. Девушкам, которые еще не встретили свою вторую половинку, нельзя в день Иоанна Снежного проводить в женской компании, иначе до Масленицы придется быть одной. Даже если нет возможности устроить вечеринку с парнями, все равно нужно найти выход, чтобы оказаться рядом с сильным полом. Например, пойти в гости к подружке, у которой есть брат, зайти в кафе, где транслируются, например, футбольные матчи, или же, как вариант, в бильярдную. Также обращаем ваше внимание, что 25 ноября нельзя покупать обувь вместе с подругой, поскольку, согласно народным приметам, это сулит неудачи на любовном фронте. В то же время делать другие покупки в день Иоанна Снежного даже рекомендуется. Они прослужат очень долго и помогут достичь желаемой цели как в личных отношениях, так и в карьере. Также в этот день не стоит игнорировать и советы родственников. Сегодня их рекомендации могут быть очень полезными и помогут добиться большого жизненного успеха, особенно если их дает старшее поколение младшему. 25 ноября не рекомендуется женщинам своему супругу готовить острые блюда, иначе ваш мужчина злым будет. Лучше накормить любимого орехами. Считается, что тогда он одарит свою вторую половинку лаской и нежностью. К тому же наши предки заметили, что в день Иоанна Снежного мужчины особенно щедры, если с ними не ссориться и не спорить, а поэтому могут подарить любимой очень дорогой подарок. Главное, правильно его попросить. Обращаем ваше внимание, 25 ноября нельзя заниматься пересадкой цветов, иначе они скоро засохнут. Также в этот день лучше отказаться и от покупки букетов, начнут вянуть прямо на глазах, тем самым огорчив и дарителя, и получателя.
Сегодня лучше найти альтернативу живым цветам, выбрав букеты, например, из сладостей или фруктов. Также обращаем ваше внимание, в этот день не принимайте важных каких-то решений, именно судьбоносных. Считается, что последствия могут быть непредсказуемыми. Даже самые благие намерения могут вылиться в нечто катастрофическое или просто неприятное. Также не рекомендуется отказываться от комплиментов или отвергать предложения руки и сердца в этот день, иначе вплоть до Масленицы придется провести в одиночестве. Еще на что стоит обратить внимание, это на то, что сегодня не стоит увольняться, увольнять и нанимать сотрудников. Впоследствии окажется, что все эти шаги были ошибочными. Риск в этот день не под запретом, но важно продумать все до мелочей. Необдуманных поступков этот день не простит. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Вот такой, друзья, у нас с вами день 25 ноября по народным приметам и традициям. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.